Всем привет, дорогие друзья! В предыдущем видео я рассказывал о том, как и почему мы решили основательно заняться проектами по созданию тюнинг-выхлопных систем для BMW. В частности, познакомил вас с нашей новой героиней сегодняшнего и последующих видео. Это «Просим любить и жаловать» 325 XI, E90 кузов с N52 двигателем и вот с такими вот интересными красными лабутенами на 194 стиле. Как я уже говорил, мы приобрели ее заведомо выявленными неисправностями по двигателю. Так что прежде чем приступать к проекту по созданию выхлопной системы с хорошим звуком, с хорошей производительностью, в первую очередь подлечим движок нашей лаборантки. Так, произвели компьютерную, визуальную диагностику двигателя и выявили две основные неисправности. Это некорректно работающий клапан рециркуляции картерных газов, он находится примерно вот в этой области, встроен в клапанную крышку. И второе, это износ выпускного распредвала вместе с его постелью. Достаточно распространенная болезнь для Николая 52 двигателей, примерно к 100-150 тысячам километрам пробега. Сейчас я заведу, и мы услышим вот отсюда, из этой области, характерный звук. Вот для наглядности со склада достал так называемый трофей N52 постель с распредвалом, чтобы продемонстрировать вам наглядно, что происходит сейчас у нас под клапанной крышкой работающего двигателя. Понятно, да? Мы слышим люфт шеек распредвала и постели в совокупности. Итак, вернемся к нашим основным задачам по ремонту двигателя Николая 52. В первую очередь мы демонтируем клапанную крышку и заменим мембрану КРКГ. Вот у нас ремкомплектная мембрана КРКГ, это ее крышечка. Потом разберем ГРМ, произведем дефектовку цепи, ее планок, доберемся до выпускного распредвала с постелью. И если убедимся, что мы были все-таки правы, а мы скорее всего правы, установим новую постель и новый распредвал. Вот они. Кстати, распредвал есть у нас в продаже под собственным брендом по хорошей цене и высокого качества, проверенное временем. Так что заходите к нам на сайт, интересуйтесь и при необходимости приобретайте. С помощью трубки под капельницу проверим нашу мембрану на предмет, порвана она или нет. Вставляем, здесь есть свисточек, нашу трубку и вдуваем, выдуваем. Мембрана оказалась живая, но тем не менее мы все равно вскроем корпус, посмотрим на предмет, насколько она живая, и примем решение ставить ремкомплектно, либо оставить старую мембрану. Также промоем каналы КРКГшные, помоем саму клапанную крышку, чтобы поставить ее уже в хорошем аккуратном состоянии. Идем дальше разбирать двигатель. Откручиваем натяжитель цепи. Теперь открутим свечи и после проверим фазы, в порядке они у нас или нет. С помощью головки на 22 провернули коленвал в верхнюю мертвую точку, поставили шаблон распредвалов и с помощью шаблона для ваносов по инкрементным колесам, здесь есть отверстия, здесь у нас есть направляющие, смотрим, насколько корректно у нас выставлены фазы. Поставили, все, встало все на свои места, соответственно нам говорят, что с фазами у нас все в порядке. Все, продолжаем разбирать дальше мотор. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. В общем, сняли выпускной распредвал, делаем дефектовку. Видим мы сразу то, что у нас на верхней части постели видно выработку, вот здесь такие затертости, как будто шкурка. Это, соответственно, временем. И самое основное, почему, кстати, у нас не прокачивался ванос, потому что вот здесь вот видно фрезу. Это выработка из-за вот этих вот стальных колец. Почему теперь в продаже по оригинальным номерам идут тефлоновые кольца, а не стальные? Потому что они убивают эту плоскость на постели. Вот это вообще прям полмиллиметра точно есть. Слышите, прям ногтем вот так. И, соответственно, у нас не нагнетается необходимое давление вот через эти каналы в ваносы. Они у нас не прокачиваются, не доводятся в свое необходимое положение, заданное положение. И теперь второй тест на предмет шума нашего, который мы уже с вами делали в начале видео. Я думаю, что мы услышим примерно то же самое. То, что мы слышали из-под клапанной крышки на работающем двигателе. А теперь новый распредвал и новая постель. Зажимаем также. Тишина. Поставим это все на место и будет нам счастье. Новый распредвал с новой постелью. Демонтируем теперь впускную систему. Начинаем со снятия пружины эксцентрикового вала. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble. Что у нас по ГРМ? В принципе, здесь все на своих местах, все живое, но в силу того, что машинка у нас уже пробежала порядка 180 тысяч, я все-таки решил поменять систему всю полностью. И мы видим, что здесь есть уже выработка определенная. Ну и в силу того, что в принципе нам совсем немного осталось, чтобы это все демонтировать, нужно всего лишь открутить центральный болт со шкивом, открутить заглушки по периметру, выкрутить болты, держащие планку ГРМ, демонтировать ваносы, электромагнитные клапана ваносов, ну и вытащить эту всю кассету наружу и поставить новую. Так что сделаем машинке подарок, поставим ей новый оригинальный ГРМ. Также отдельное обращение к нашим клиентам, которые берут специнструмент у нас в аренду. Для откручивания центрального болта коленвала мы не используем данный штифт, который вставляется в маховик. Мы используем специальный ключ, который мы упираем в корпус генератора. Так написано в ТИСе. Читаем внимательно ТИС и делаем все по инструкции. И не гнем нам больше вот эти вот наши штифты. Мы уже просто устали их покупать. Пока собираем движок, в процессе помыли клапанную крышку и вот таким вот варварским способом вскрыли корпус мембраны КРКГ. И вскрыв, поняли, что в принципе мы сделали это не зря, так как мембрана уже начала терять свои свойства, и она начала вот в этой области дубеть. И примерно через 10-20 тысяч бы она бы все равно бы треснула и не выполняла свою функцию. Почему мы вот так вот это все вскрыли безобразно? Ну так как в принципе у нас есть ремкомплектная крышка алюминиевая, и соответственно мы не стали заморачиваться и аккуратно ее вскрывать, так как она приклеена на муравьиную кислоту, надо было греть бы феном и потихонечку, полигонечку, надо было тратить на это примерно полчаса, но мы не стали этим в общем заморачиваться. Так как мы уже вскрыли, убрали мембрану, объясню наглядно, как работает клапан рециркуляции картерных газов. Именно на Николай 52 двигателе. На М54 и других движках там это немного по-другому работает. Итак, с помощью данного трубопровода у нас происходит сообщение с атмосферой под клапанной крышкой с впускным коллектором. И как мы только заводим двигатель, вот так сейчас я в принципе это все соберу, у нас происходит разрежение в системе и мембрана прижимается. И тем самым перекрывает вот этот вот канал, и у нас происходит изоляция под клапанной крышкой с впускным коллектором. Как только двигатель прогревается, мы начинаем на нем жарить, повышать обороты. И как только под клапанной крышкой создается избыточное давление, оно у нас через этот канал давит на нашу мембрану, она отжимается и происходит сообщение со впускным коллектором. Соответственно, все избыточное давление у нас выходит в выпускной коллектор. Это как только избыток этот компенсируется, мембрана обратно прижимается из-за разрежения во впускном коллекторе. И, соответственно, происходит опять же изоляция атмосферы под клапанной крышкой с впускным коллектором. Вы спросите, а как же так? Получается, у нас и масляные пары также поступают во впускной коллектор. Дело это не совсем так. Дело в том, что у нас есть два сепаратора, внутри которых есть так называемые мелкие лабиринты, сквозь которых картерные газы, проходя вот этот весь длинный путь, они конденсируются на стенках, и сюда у нас уже поступает практически очищенный воздух. Но все равно какие-то там 5-10% масляных паров все-таки поступают во впускной коллектор. Установили ГРМ, теперь нам необходимо отрегулировать фазы. Для этого в первую очередь с помощью вот такого фиксатора блокируем коленвал верхней мертвой точки, вставляем маховик в специальное отверстие, после устанавливаем шаблоны распредвалов, чтобы также зафиксировать их в верхней мертвой точке. С помощью специального приспособления поджимаем планку, имитируем натяжение цепи, устанавливаем сюда шаблон для ваносов, фиксируем инкрементные колеса в свои положения и после этого затягиваем болты ваносов 20 ньютон на метр и после 180 градусов. Поехали. Теперь, чтобы не выгнуть рога шаблонов распредвалов, потому что они не рассчитаны на такой крутящий момент, с помощью помощника ключом на 27 удерживаем распредвал за его хвост и крутим 180 градусов. 90, 180,
90, 180. После того, как затянули болты ваносов, вытаскиваем штифт из маховика, разблокируем тем самым коленвал и прокручиваем 2 раза по 360 градусов, после чего повторно установим шаблоны и проверим фазы. Бывает, что они сбиваются, приходится регулировать повторно. Так, метки, направляющие. Все, идеально. Можем продолжать собирать двигатель дальше. Итак, на сегодня это все. Подведем итоги. Довели нашу девочку до хорошего технического состояния, и теперь она вместе с нами готова для проекта по созданию выхлопной системы для Николая 52 двигателя в Е90 кузовах, в котором мы будем стремиться делать выхлоп более производительным, так как мы знаем, что штатная выхлопная система задушена экологическими стандартами, и мы будем делать более интересный звук, более спортивный, с качественным басом. Будем делать очень много замеров до и после. Будем следить за кривой крутящего момента, следить, чтобы она увеличивалась, становилась более качественной. Следите за этой машинкой, следите за проектом, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчики, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на мой инстаграм, если я буду кому-то интересен. И до новых встреч. Пока-пока.